Всем привет! Наложу немного красоты. Нужно же показать, что в доме вроде бы как уже и хозяин появился. Да и работы не смог полегче придумать. Эти 2 дня потрудился хорошенько, так сейчас все мышцы болят. Да и погода не сильно помогала, а хотелось закончить. Шли дожди, и как только хоть немного прояснится, сразу выбегал и по-быстрому работал, чтобы успеть. Пришлось поднапрячься. Но с другой стороны-то, может, оно и хорошо. Хоть немного мышцы в тонус привел и пресс подкачал. А то за зиму совсем обленился, а скоро ведь пляжный сезон. Я пока еще холостой, и одной житейской мудростью сейчас никого не удивишь. Так нужно быть во всеоружии, чтобы оставаться конкурентоспособным. А с сегодняшнего дня вроде бы как погода восстанавливается. На ближайшую неделю передают без дождей, и через пару дней температура поднимется до 20 градусов. Так можно будет хоть поработать в нормальном марафонском режиме, а не с этими спринтерскими забегами. Продолжал подготавливать огороды. Здесь горчицу посеял, но не на весь участок, а только наполовину. Плохо рассчитал с семенами, да и перерасход был большой. Но сильно-то здесь не перенапрягался, где-то меньше часа справился. Раскидал по-быстрому семена и мотоблоком прошелся. А вот с нижним участком пришлось помучиться. Два дня провозился, хотелось сделать все по красоте. Фрезеровать-то было несложно, только первый проход чуть-чуть. Мотоблок хорошо справляется с этой работой. А вот перед последним проходом пришлось денек попотеть и лопатой помахать, чтобы хоть немного это все выровнять. Когда осенью здесь оборвали целину, просил, чтобы сбрасывали все на одну сторону, чтобы хоть немного выровнять участок. Но из-за большого его уклона тракторист боялся, что перевернется, и последние 2 прохода сделал в обратную. И получились разоры чуть выше колена, и здесь насыпь такая. На такой случай было бы неплохо иметь ковш к мотоблоку, и здесь все порастаскивать, позакапывать, повыравнивать. Но сейчас его делать не из чего было. Да и акция разовая, поэтому решил делать вручную. А чтобы объем работы был не таким большим, то решил оставить еще одну террасу. Верх вала немного подровнял. А здесь в нижней части с одной половины лопатой перекидывал землю на вторую. А в конце еще разок прошелся фрезой, и более-менее удалось выровнять этот участок. И получилась вот такая вот красота. И небольшие неудобства. Зато сейчас облегченный день труда. Теплая погода побыла только денек, а уже распустились одуванчики и груши. Только пчел на них не наблюдал, походу пока еще не выделяет нектар. Похожая ситуация была и на сливах с кленами. Только лишь на вишню сразу полетели, как она расцвела. А сейчас, как стало тепло, смотрю, где-нибудь по пчелке и на кленах появляется. Только что уже поздно.
он от силы начинает осыпаться, но зато на сливах тусуется активно. И если не будет заморозков, то возможно будет хороший урожай сливы. Но время покажет. А скорее всего такими темпами сейчас начнет и все распускаться. И для пчел будет еще где потрудиться. Главное, чтобы у них было место, куда нектар складывать. А походу на днях еще и расплод повыходил. Видел вчера вечером, как они из ульев крышечки вытаскивали. Своих пчел новое улья пока еще не пересаживал. Решил дожидаться роевого состояния. Думаю, что тогда для них будет более подходящее условие. Ну а сейчас, как восстановилась погода и пчелы начнут активно развиваться, то скорее всего они к нему быстро пойдут. Вон уже возле пустых домиков летают пчелы-разведчицы, ищут себе место, подходящее для переселения. Мои пчелы слабоватые, вышел только первый расплод, а хочу их роевого состояния дотянуть до выхода второго, чтобы пчел было побольше. И когда начну их пересаживать, заодно и разделить и увеличить пасеку. Ну а для этого нужно сейчас активно вощину подставлять, которой у меня и нету, чтобы гнездо постоянно расширялось и была у пчел работа. Вот и хочу заняться этим вопросом. Ну а для этого нужно сначала воска добыть. В некоторых ульях еще старые рамки поставали. Вот и думаю их переплавить на воск. Ну а заодно почищу эти улики и сделаю из них ловушки стационарные. Раньше этого делать не стал, так как у них рамки совсем других размеров не подходят с теми, которых у меня пчелы. И было бы неудобно за ними смотреть. Ну а сейчас, если прилетят, то буду сразу их в новые домики пересаживать. Воска в этих рамках практически уже не осталось, успели мыши поорудовать. Но я в прошлом году уже пособирал немного из более мелких ульев, которые я разбирал. А сейчас, глядишь, по чуть-чуть и насобирается необходимое количество для старта. Ну а там уже начнут и пчелы сами его производить. Здесь не только мыши успели пожить, но и осы. А сейчас, походу, и шмели заселились. Но их придется выселять, для них это будут великие хоромы. Воск повыбирал большинство рамок, пойдет на перетопку с остальным. Ну а парочку еще оставлю для приманки, чтобы для запаха было.
Нашел на чердаке старую дедову паровую воскотопку. Состояние вроде бы неплохое, только что запылилось. Вот с помощью ее и буду пробовать выплавлять воск из старых сот. Как дед это дело ни разу не видел, ну, в принципе, интуитивно понятно. Устройство-то несложное. Состоит она из двух ведер, одно дырявое, в которое сырье залаживается, а второе с двойными стенками, в которое заливается вода. Ну и здесь такие отверстия, когда вода начинает закипать, идет пар и выпаривает воск из сырья. Ну вот сейчас и посмотрим, удастся ли и сколько добыть воска, и хватит ли его потом, чтобы сделать вощину для нового храма. Чуть-чуть воды налила, он сразу запыхтел, как паровоз. Это, не знаю, дно мокрое. Либо вода где-то просачивается, либо это может конденсировать, что с кирпичей испарение. Ну, будем пробовать дальше. Воды в бочку налил по самое отверстие, пока из них вытекать не стало. Где-то влезло 1,5 ведра. Ну а сот половину 20-литрового ведра. Сильно не стал утрамбовывать, все равно за один раз не влезет, разделил на 2. А так она будет неплотная, и между ними спокойно будет проходить пар и выплавлять воск. Осталось только дождаться, пока закипит вода и запустится процесс. Будем наблюдать. Походу не быстрый это и процесс, а я еще и замедлил его. Поставил пароварку не на открытый огонь, а через металлическую плиту, и теперь между ней и пароваркой воздушная прослойка. И намного медленнее будет вода в ней закипать. Ну а следовательно, потом и медленнее будет выкипать, а следовательно весь процесс продлится дольше, не так быстро и активно. И, наверное, больше воску сможет вытопиться. Все равно спешить-то некуда. Ну а пока процесс идет, можно заняться и другой работой. Главное, надолго не забрасывать, чтобы плита не успела остыть. Хотя теплоемкость у нее довольно приличная, в 1,5 сантиметра толщиной. Ну а эти дни планирую активно заняться пчеловождением. Наближается рейеловный сезон. Ну, своих постараюсь его оттянуть еще как минимум на месяц. Да и сделать его более управляемым, чтобы как можно меньше пчел полетело. Ну а для чужих на пасеке подготовил ловушки из старых ульев. Ну еще хочу сделать мобильное и поразводить, поразвешивать по округе, чтобы как можно больше семей словить и расширить пасеку. Да и походу восстановилось, нужно еще улья доделать, докрасить. Я же их не успел, задождило. В доме-то не будешь масляной краской красить, а сейчас как раз можно будет. Да и нужно еще и воска нагнать, вощины наделать, рамок навощить. Работы непочатый край. Ну а здесь уже вроде бы начинает закипать. Слышен, пол увеличился, да и вода начала капать. Ну, посмотрим, что получилось. Более 3 часов выпаривалось. Ну, а потом еще ночь остывала. Ну, неплохо накапало. Получился такой блин.
Ну, скорее всего, не все вытопилось, потому что уже стемнело и не хотелось ночью это делать, так я остановил процесс. Надо будет еще внутри все переворошить и еще как минимум разок перетопить. Хотя тут уже уселось, практически ничего не осталось. Вот так хорошо слиплось, не хочет и доставаться. Ну, воска вроде немного. Ну, вкрапления еще пооставались. Походу я рано приостановил процесс вытопки. Как минимум еще разок нужно будет его перетопить. Потому что сейчас воск необходим, а его практически нету и каждая капля дорога. Посмотрим, что в итоге получилось. Забыл изначально рамки взвесить, так бы можно было бы посмотреть, какой выход воска был. Хотя по идее смысла нету. Они уже лежат давно, там большую часть воска съели, а и мусора много. Главное, что еще осталось, не весь пропал. И будет с чего начинать. Ну а вышел воск довольно чистый. Снизу только небольшая пена, мусора нету. О, практически килограмм и 100 грамм. Да если по 90 грамм на рамку, то хватит на целый корпус. Ну, еще разок отсюда вытопиться. Ну и надеюсь, еще грамм 100-150 суши можно будет повторно вытопить. Для начала неплохо. Ну, в общей сложности килограмма 3 наберется. А потом, когда пересажу пчел в новые домики, переплавлю остальные рамки. Еще килограмм 5-6 будет. Для старта хватит. Ну и буду надеяться еще на роевых пчел. В таком состоянии они довольно много воска выделяют и быстро сами вощину отстраивают. Шана, ты что там поймала? Что тут у тебя? Опять змеёнышек поймала. Ну зачем ты их обижаешь, Шада? А? Зачем обижаешь? Кто это? Это маленький ужонок. Кто там?